Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости канала. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить наши обновления. Если вам не сложно, поставьте палец вверх, нам будет очень приятно. Заранее спасибо. А сейчас поговорим о том, что дополнительные детали модала делают хэтчбэк Civic 2022 года популярным. Японская версия пятидверного Civic наряжается перед официальным запуском. Спустя почти 50 лет после своего появления привлекательный Civic от Honda сохраняет свою роль одной из самых успешных семейных линий бренда, а также одного из бестселлеров в отрасли. Недавно представленный Honda Civic Hatchback 2022 года в своей 11-й итерации присоединяется к доступному в настоящее время седану и приносит с собой дополнительную механическую коробку передач, более технологичную, чем когда-либо, и зрелую эстетику, которая оказалась поляризованной. Honda Access Japan, не теряя времени, выпустила несколько дополнительных элементов оборудования специально для версии пятидверного Civic для внутреннего рынка Японии, чтобы немного оживить ситуацию. Как и в случае с дополнительными АУМ-частями прошлого, большинство из них следует перенести на версию для США. Хотя незначительные различия могут вызвать проблемы с установкой в некоторых случаях. Если вы не знакомы с лейблом модала, Honda Access поставляет эти дополнительные АУМ-детали с 1996 года, обычно предназначенные для недавно выпущенных автомобилей, хотя в прошлом году группа представила опцию рестайлинга бампера S2000 в честь 20-летия родстера. Для нового хэтчбека Civic Honda Access анонсировала алюминиевые колеса модала MS038, которые имеют двухцветную бронзовую окраску и обработанную поверхность с плоскими центральными крышками. В дизайне взяты реплики от оригинальных заводских колес и сочетаются их вместе с изюминкой. Следует отметить, что тот же стиль колес был доступен для Civic 10-го поколения и был перенесен на более новую модель. Есть также черные колпачки зеркал, которые подходят к верхней части боковых зеркал и сохраняют очертания оригинального цвета кузова. Определение линии подбородка передний бампер Civic 11-го поколения, который значительно снизил уровень угрозы по сравнению с более злой рожей предыдущей модели, получил ступенчатые дополнения цвета кузова, которые располагаются под каждой противотуманной фарами, а затем стремительно направляются к основному отверстию решетки радиатора. Вдоль нижней части бампера черная пластиковая область имеет деталь с цветовой кодировкой, соединяющую оба конца и определяющую более острый край передней панели. Ни один дополнительный пакет не будет полноценным без крыла, украшающего заднюю часть, и с этой целью разработанное Honda Access дополнение прикрепляется к раме заднего стекла с черными опорами и подобранной по цвету плоскостью, которая складывается с обоих концов. Точка остановки крыла ломается даже со встроенным удлинителем палубы, который находится чуть выше задних фонарей. Это не так агрессивно на спорном крыле 10-го поколения Type R, и оно имеет тенденцию еще больше вписываться в профиль седана, поскольку новое дополнение отбрасывает тень на область, на которую вы обычно смотрите, чтобы отличить крышку багажника или люка. Дружественные напоминания: откройте дверь хэтчбека, оснащенного Honda Access, и на дверном пороге появится надпись Civic с подсветкой. Чтобы еще больше убедить вас в этом, сферический логотип также наносится на тротуар, когда дверь открыта. Фары лужи обычно предназначены для автомобилей более высокого класса, но команда инженеров решила сделать это для пассажиров Honda начального уровня. Ожидается, что эти дополнительные компоненты будут выпущены осенью в Японии, и вы можете ожидать появления их аналогов в США. Визуализация независимо от того, будут ли эти АУМ-опциональные компоненты популярны для Honda или нет. Мы все знаем, что новый Civic получит больше, чем справедливую долю модификаций от круга энтузиастов. Визуализация независимо от того, будут ли эти АУМ-опциональные компоненты популярны для Honda или нет. Мы все знаем, что новый Civic получит больше, чем справедливую долю модификаций от круга энтузиастов. С учетом сказанного, мы подумали, что может быть интересно взглянуть на то, как слегка модифицированный хэтчбэк Civic 11-го поколения будет выглядеть с заниженной подвеской вместе с комплектом вторичных колес и модернизированными тормозами. Мы внесли те же изменения в седан 2022 Civic несколько месяцев назад, чтобы узнать, какую версию вы предпочитаете. Итак, если взглянуть на оба стиля тела, подвергнутых одинаковому лечению, в какой версии вы могли бы себя увидеть? Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные новости от мировых автопроизводителей.